Доброго времени суток всем, кого затянуло каким-то образом на мой канал. Это мой первый обзор, и я не буду говорить вам, не кидайте в меня помидорами. Я считаю, стать лучше можно только замечая свои ошибки. Но я уверен, вы точно заметите их лучше меня. Поэтому буду очень благодарен, если вы напишите мне о них. Ну и, наверное, давайте уже перейдем непосредственно к обзору Starbase. Знаете, если бы мне предложили 10 тысяч баксов в обмен на запрет играть в Starbase, я бы, наверное, отказался. Настолько сильно я уверен в этой игре. Давайте представим себе, что вы робот. Представили, да? И вот вы включаетесь, вытаскиваете зарядку из заднего отверстия, и перед вами вдруг открывается, к сожалению, не вся вселенная, но область, которую вы вряд ли сможете исследовать. Скажем, за год своей жизни, но это не точно. Кстати, вот примерно так будет выглядеть эта вселенная. Это вам, конечно, не Elite Dangerous, но поверьте, места хватит для всех. По словам разработчиков, 1 миллиону человек не хватит и жизни, чтобы переработать все астероиды уже на данном этапе игры. Вы, конечно же, можете передвигаться по вселенной совершенно свободно, куда пожелает ваша душа исследователя. Ну и что, скажете вы? Такое уже было. Но могли ли вы при этом построить свой корабль? Да, скорее всего, такое уже где-то было. Точно. А целую станцию или королевство, например? Это уже интереснее, правда? А как вам своя гигантская империя? С вашими правилами, ценами и порядками? Звучит хорошо. И это все возможно в Starbase. Знаете, вы даже можете выйти из корабля посреди космоса и навалять вон той железяки, что начала фармить ваш астероид. Затем разбить его корабль вдребезги, обломки продать или переработать и самого владельца корабля отправить туда же. Или еще лучше взять его руку или ногу как трофей и поставить ее себе, если того будет требовать ситуация. Да, ребята, вот это все Starbase. И это лишь крупица возможностей, которые уже хватает, чтобы проявить к ней внимание. Но давайте будем реалистами. Нам много кто чего обещал. И хоть на данном этапе все вышеперечисленное мы уже можем лицезреть на официальном канале, давайте все-таки познакомимся с теми, кто нам это обещает. Попытаемся понять, чего ждать в дальнейшем, а главное, когда. Frostbite была создана в 2001 году. Расположена компания в Хельсинках, это столица Финляндии. На данный момент команда Frostbite насчитывает фиг знает сколько людей. Я не нашел этой информации. Ну да и ладно. Первой игрой Frostbite была Shadowgrounds. Шутер с видом сверху. На данный момент эта игра продается в Steam, и ее оценки довольно неплохие. 80% положительных отзывов. Я, конечно, не любитель шутанов с потолка, но однозначно советую к прохождению. Я купил ее просто из интереса к компании и ее творчеству. И знаете что? Если бы моей первой игрой такого типа была Shadowgrounds, может, я бы и не относился к такому жанру игр с недоверием. Так, далее у нас идет сиквел вышеупомянутой игры. К сожалению, я еще не успел оценить его и не могу ничего сказать наверняка. А может, даже и не стоит. Оценки у него на порядок хуже первой части, 58 положительных процентов. В основном это обосновано частыми вылетами и скучным сюжетом, если, конечно, судить по отзывам в том же Стиме. Следующая игра это у нас Jack Law. Игру почему-то отменили, хотя мне показалось она довольно интересной. Я поинтересовался у комьюнити-менеджера, почему. Впрочем, я также интересовался у него о количестве участников в команде Frostbite, но, к сожалению, до сих пор не получил ответа. Довольно популярный Trine, первая часть, затем вторая часть, и вот тут Frostbite, видимо, решили попробовать в ДЛК к Trine 2. Там, по-моему, 2 или 3 штуки они наклепали. Ну и, видимо, у них все вышло. Но неважно. Дальше у нас Сплот. Это какое-то Марио на iOS. Знаете, выглядит довольно интересно и куда функциональнее, чем Марио на самом деле. Я бы, наверное, поиграл, но не люблю телефоны. Затем у нас идет 3-й и 4-й Trine. Ну, тут, я думаю, все понятно. А вот тут у нас Frostbite наконец-то решили попробовать в 3D.
Игра называется Shadwin. Это стелс-экшен с хорошими оценками. Да и выглядит довольно красиво. К сожалению, в игре нету русского языка, впрочем, я попробовал поиграть в нее. Не буду сейчас рассказывать о ней, чтобы не спойлерить, но почти уверен, любителям стелсов, скорее всего, зайдет. Ну и, наконец, Nine Patchments и Has Been Heroes. Первая — это экшен-ролевка с видом сверху. Вторая — ролевая стратегия с видом сбоку. Этакий экшен-рогалик. Обе эти игры имеют оценки в основном положительные. Nine Patchments довольно интересная кооперативная игра, пару часиков я в нее уже убил. Ну и да, довольно-таки неплохо. Опять же, не буду обсуждать, дабы не спойлерить. А вот Heroes Action что-то не зашло от слова совсем. Ну, тут уж, наверное, на вкус и цвет, как говорится. А есть еще одна игра Frostbite, Boreal Blade. Я не буду сейчас ее обсуждать, потому что она просто-напросто даже не на ПК. А на Nintendo, ну, может быть, когда-нибудь. Но сегодня у нас как бы про Starbase в основном, поэтому я не вижу смысла сейчас на нее как бы время тратить. Итак, что мы имеем? Хорошую серию игр Trine с хорошей рисовкой и сюжетом. Довольно неплохой Shadowgrounds со своей атмосферой и Nine Patchments, довольно увлекательный кооператив. Shadwin — показатель того, что могут Frostbite и в 3D. Именно основываясь на этих играх, я буду делать вывод. И это, если честно, сложно, потому что всего вышеперечисленного явно не хватает для игры уровня Starbase. Сугубо мое мнение, конечно же. Окей, эти ребята точно могут в 2D. И видно, что в 3D у них, ну, получается довольно неплохо. Но Starbase, знаете, игру такого размаха я бы не ожидал, основываясь на предыдущих играх. Ну вот так вот, ребятки. Впрочем, если смотреть уж сильно строго на Starbase, это ведь и не игра вовсе. И в ней нет сюжета, на который бы ушло много времени и финансов. В ней нет гигантских городов, построенного мира большого. И пока что даже гигантского космоса с большим количеством планет. Да, однако разработчики сделали кое-что получше. Они сделали для нас инструмент, чтобы мы могли создать все это. Не планеты, конечно, но они точно будут, это официально подтверждено разработчиками. А вот все остальное игроки, в принципе, и сами смогут создать. Да что там говорить, там даже есть свой язык программирования, с помощью которого можно наделать столько всего. Ну, скажем, ловушки на свой корабль. Попытается вор открыть дверь на ваш склад, а при правильно написанном коде после открытия двери сработает пулемет, ну или, скажем, лазеры. А может, начнет мигать свет, начнут открываться-закрываться двери, а потом корабль просто самоуничтожится. Тут уж у кого на что фантазии хватит. И это главная особенность игры. В ней свои фантазии вполне реально реализовать. И это то, что меня в ней так привлекает. То, что мне в ней так нравится. Так вижу Starbase я. И вот, кстати, хороший вопрос для зрителей. Как видите Starbase вы? На этом, в принципе, у меня все, ребятки. Если вы хотите, чтобы я детальнее продолжил обозревать Starbase, ну, просто напишите мне об этом в комментах. Тогда я постараюсь более подробно рассказать вам о ней. Всего самого наилучшего.